точка А, точка входа моя в школу вообще была очень такая, ну, как бы для меня сложная, трагическая, трагическая, потому что я, ну, скажем так, достигла карьерного роста, причем у меня была когда-то цель, да, стать там, ну, топ-менеджером, я стала в итоге директором. И вот как-то, да, добившись какой-то вот такой вот точки, вот как будто я застыла, как будто я остановилась, и мне хотелось чего-то большего. Но на тот момент вообще как бы не было понимания. Был внутренний душевный зов, что что-то хочется, ну, дальше, дальше, как будто я вот уперлась в потолок, и вообще такая ситуация была, что как будто я упала в депрессию, потому что это совпало с тем, что сын вырос, у него своя жизнь, да, как бы в карьере я достигла какого-то потолка, и уже такое однотонное, ну, мне уже все предварительно понятное. Как-то, не знаю, как-то мне вот попалась тогда, наверное, еще email-рассылка. Ну, видать, я очень интересовалась психологией, видать, где-то, да, ходила, на какие-то сайты заходила, что-то там смотрела, ну, как, да, таргетированную рекламу, и мне она пришла, и я, ну, решила пойти на вот эти вебинары бесплатные. И буквально с первых минут вот я начинаю понимать, что, блин, так, может быть, надо вообще кардинально что-то поменять. И это было такое мое вообще решение, но мне тоже нелегко далось. Но я себе говорила о том, что я инвестирую сейчас в себя. И вот постепенно, придя в школу, да, вот вникая в обучение, вникая в пространство, мне очень понравилось. Потом начали набирать кураторов группы. Мне интересно была вот эта работа, как я справлюсь с группой. Я помню свои переживания, как я нервничала, я переживала, но мне было непросто. И потом уже одна группа, вторая группа, и я уже понимаю как бы динамики. А потом как бы, да, я заканчиваю школу, но я понимаю, я прям вот на выпускном присне говорю, вы знаете, да, вот я вроде бы закончила, но я хочу в этом пространстве оставаться. Вот для меня вот это вот как будто я нашла вот то, где мне комфортно, где я могу вот раскрываться, где я могу да, заниматься тем, что мне интересно. Дальше какой-то получился как бы реально квантовый скачок. Потом пришло предложение, не хочу ли я попробовать, да, себя вот в роли преподавателя на мастер-классы. Я говорю, ок, да, мне даже очень интересно. И для меня это уже, вот так, понимаете, как будто такое впечатление, что вот где, как я искала, да, вот есть какая-то ниша, я в ней вот развиваюсь, я не стою на месте, у меня все время какой-то получается, вот сначала студент, потом я куратор, потом я преподаватель, и меня, вот сейчас рассказываю, у меня аж мурашки, и я понимаю, что я вот вроде бы нахожусь в одном пространстве, но я все время как будто совершенствуюсь, трансформируюсь, и мне прикольно то, что как будто школа, да, вот школа трансформируется, и я вместе с ней. И теперь вот, да, вот как бы следующий этап – это идея Кристины о том, что создание вот исследовательского центра. Мы встретились и решили, что все-таки я пробуюсь вот именно в роли руководителя этого направления. И вначале было тоже сложно, но сейчас я вижу, как все это круто разворачивается, да, как у меня быстро собираются люди, как они быстро включаются в работу. Ну, естественно, моя жизнь из такой вот, да, как сурка превратилась в такую яркую, интересную. У меня день проходит как 1 минута, как 1 секунда. Я чувствую себя, ну как, вот я чувствую себя вот на пике вот какой-то, да, вот энергии. У меня есть чем заниматься, меня это настолько захлестывает. И это всегда что-то новое. Ну, да, это не такое, что вот как будто одно и то же, как по заезженной пластинке. Вот. Для меня это вот стало моим пространством. Вот, да, как будто я вот вроде бы как я и вместе со всеми, и вроде бы как и мои потребности здесь максимально, вот я свои желания здесь максимально могу раскрывать. Меня никто не привязывает там к каким-то дедлайнам, да, там меня не привязывает к каким-то четким там графикам, и меня это, ну вот лично для моей, как бы, да, натуры, личности, мне это очень нравится, потому что я понимаю, что я могу и в личную, да, там, как какой-то себе проект развивать. Причем я понимаю, что если у меня есть желание развивать какой-то проект, я его могу прям развивать вот в рамках школы. Ну, вот так. И просто мне очень
вот ценности школы, они мне вот прям очень сильно откликаются, когда вот ты находишься в группе, да, вот в группе единомышленников, в группе людей, которые смотрят, да, в одну сторону, как будто, например, если что-то я не смогла, да, какую-то часть как-то переработать, увидеть, это может быть другой кто-то, да, подсветить. Да, вот как будто ты вот все равно в каком-то ограничении, потому что, ну, как бы там ни было, ты ограничен. А когда уже идет группа и подключается динамика, вот эта вот, да, вот коллективная динамика, если ты где-то проседаешь, да, то вот как будто вот это тебя вот подтягивает, ты идешь вот в потоке, вот, наверное, ты идешь в потоке, ты не отстаешь, ну вот, наверное, это тоже как бы моя личная, да, какая-то характеристика, что мне хочется вот быть в потоке, не отставать, а когда ты самостоятельно, ну, мне кажется, во-первых, там, если ты один работаешь, на тебя сразу много наваливается. Да, помимо того, что тебе нужно проводить терапевтические сессии, записывать людей, тебе нужно как-то контент, да, какой-то рожать, следить за своими как бы аккаунтами. И мне кажется, ну вот там начинает пробуксовка, вот там начинается вот это вот одно и то же, опять же, да, одно и то же, а здесь как будто вот развитие, приходят новые люди с каким-то новым видением, с какими-то новыми как бы ощущениями, какими-то новыми знаниями. И вообще тут же в школе многогранность, да, люди приходят с разных сфер, с разными опытами, с разными пониманиями. И вот этот вот микс, ну как будто вот ты вот, ну вот на волне, да, вот. А если вот один, мне кажется, вот это сразу отпадает, ты, ну, не знаю, как будто застряешь. Вот, да, вот есть такое ощущение, что ты вот чего-то ты там понял, ты это развиваешь, понятно, что можно и дальше развивать, но если дальше там команду свою создавать, но на это действительно надо, ну, надо много вот такой психической вот этого контейнера. Они все, скажем, на это готовы идти. И вот как бы так вот прям динамично развивать бизнес. Вот. Ну и для этого, как бы, не знаю, здесь уже есть определенный вот рост, и я просто, наверное, этот рост вижу, да, вот я как будто, я-то всего лишь 4-го потока практически, ну да, вот зарождения школы. И я понимаю, что Кристина не стоит на месте, она и вверх, и вширь, да, вот как бы, и меня это вот просто драйвит. И мне кажется, самостоятельно невозможно вот так вот охватить вот все направления. Я уже много групп выпустила. И я насколько вот сейчас студентам тоже говорю, коллеги, пользуйтесь этим пространством, потому что групповая динамика, вот групповая энергетика, она намного мощнее. Во-первых, ну это из моего наблюдения. Когда ты работаешь индивидуально с клиентом, это как бы, да, есть результат, есть, но мне такое впечатление, что это все равно по длительности во времени немножечко подрастягивается. А вот это вот групповое, оно как будто сжимает, оно как будто вот прям выжимку дает. Ну, так вот, когда человек работает с тобой как с психологом, как будто он смотрится в одно зеркало, да? Там только вот мое индивидуальное бессознательное, моя энергетика. А когда он в группе, там сразу вот, представляете, это в 3-4 раза это вот мощнее становится. И, естественно, эффект и качество, мне кажется, оно, во-первых, во временных рамках очень круто сжимает, а так как у нас время такое, да, вот, требующее быстрых решений, быстрых каких-то динамик, ну и вообще, ну, очень динамичное, да, поэтому, конечно, это вот как бы для терапевтирования, мне кажется, это очень круто. Вот, очень круто. И вот это такая большая изюминка, такая вот особенность школы, наверное,